Давайте обсудим новую инициативу американских сенаторов с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым. Никита, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Никита, доброе утро. Никита, ну как вы считаете, могут ли все-таки США заменить Россию на газовом рынке Европы? Думаю, что смогут. Безусловно. Все-таки Соединенные Штаты Америки действительно эффективно развили свою нефтегазовую промышленность, являясь одним из лидеров и в добыче нефти, и в экспорте. Ну и с точки зрения газа они действительно продвинулись вперед с точки зрения развития сжиженного природного газа. Более того, делали это зачастую совместно и с российской компанией «Роснефть» и так далее, используя и российские технологии, обмениваясь этим и так далее. Плюс к этому они успели эффективно выстроить логистические пути в Европе, в частности через Польшу, порт Свиноустья и так далее, которые позволяют постепенно уже обеспечивать Европу какой-то частью газом, замещая российский газ. Ну вот смотрите, Никита, у меня встречный вопрос. Вы говорите, смогут заменить. А во сколько обойдется это европейцам? Ну, европейцам это, очевидно, обойдется дороже. Ровно так же, как и Украине дороже обходится тот же самый российский газ, который реверсом идет из Польши, из Словакии, из Чехии, из других стран, куда поставляет Россия. Но зачастую, собственно, европейские страны согласны нести определенные убытки, в том числе компенсирующиеся и из Евросоюза, и из других каких-то фондов, которые обеспечивают им политическую и экономическую поддержку, для того, чтобы не пользоваться российским газом как элементом, как им кажется, политического влияния. Ну, Никита, коллеги, смотрите, при этом американцы, выступая как бы так вот против Северного потока-2, против турецкого потока, они активно заявляют, что пекутся о безопасности Европы. Вот смотрите. Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, что Северный поток-2 и Турецкий поток укрепит российское господство на газовом рынке Европы, и это снизит возможности для диверсификации источников энергии, что создаст риски для безопасности в уже и так напряженном Прибалтийском регионе. И это навредит Украине, что является нашей особой заботой. Роль Украины как страны-транзитера российского газа в Европу закончится. Строительство Северного потока-2 сконцентрирует 75% российского газа, импортируемого в ЕС по одному маршруту. Создание единственного контрольного пункта значительно увеличит европейскую уязвимость при потенциальном сбое поставок. Ну хорошо, позиция американцев как бы вот так вот очевидно, нам понятно. А на самом деле, какие цели они преследуют вот во всей этой истории? У американцев стоит основной вопрос сейчас оказания влияния на Европу, которая определенным образом политически выходит из их сферы влияния. Мы видим определенные настроения в Европе такого евроскептиков, да, в Германии это альтернатива для Германии, победа в Италии Лиги Севера, во Франции, в общем, настроения, связанные с Марин Ле Пен и так далее, Каталония та же самая, которые способны определенным образом заставить лидеров европейских государств развернуться от этого жесткого влияния со стороны Соединенных Штатов Америки, которое было навязано после окончания Второй мировой войны. И ощущая, что Европа способна двинуться в сторону России, в том числе через оказание влияния через поставки природного газа, американцы пытаются вернуть Европу в свое лоно и не выводить их перед большим мировым конфликтом. Ну, то же самое говорит бывший канцлер Германии, да, ныне председатель Совета директоров компании «Роснефть». Он утверждает, что европейской экономике нужен Северный поток-2, а все остальное – это просто политика. Давайте посмотрим. Нам нужен этот газ. И это самый дешевый вариант, который только может быть. И каждый, кто занимается энергетикой, это знает. То, что сейчас происходит, находится в политической плоскости, и очень многое исходит от Америки. Почему на наши газовые поставки будут наложены или могут быть наложены санкции? А все потому, что американцы хотят экспортировать свой сланцевый газ. Как вы думаете, Никита, Германия или, например, Австрия смогут пойти наперекор политике США и как-то отстоять свои экономические интересы, или все-таки Штаты их доломают, что называется? Конечно, есть желание снизить давление на себя и политической, и экономической стороны Соединенных Штатов Америки, тем более Соединенные Штаты Америки не только давят, но и устраивают торговые войны, введение пошлин против стали, алюминия иностранных, это против Евросоюза, против Китая, против России. Конечно, это не нравится европейцам. И даже они планируют вводить ответные санкции. Но пока я не наблюдаю
той силы, которая способна была бы изменить этот подход Европы и развернуть в сторону независимости, а уж тем более в сторону положительных отношений с Россией. Чего действительно опасаются страны, которые выступают против Северного потока-2? Совпадение? Не думаю. Дело в том, что Польша в случае, если получает возможность транзита газа из Соединенных Штатов Америки, а Соединенные Штаты через Польшу в основном обеспечивают эту логистику, становится тем базовым хабом, который обеспечивает поставки природного газа во все точки Евросоюза. Это крайне важно для Польши. Поэтому никаких совпадений здесь нет. Польша ведет свою игру. С одной стороны, она обеспечивает энергобезопасность от России, с другой стороны, становится основным поставщиком газа на территории Евросоюза. Да, он будет дороже, но все на этом будут неплохо зарабатывать. Сможет ли Америка доломать Европу? А нам остается только наблюдать. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. С директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым мы обсуждали возможные санкции против новой ветки Северного потока со стороны США.